Привет, это Технозон. Очень часто у меня спрашивают про какой-нибудь супербюджет, который более-менее работает. Я вам скажу так, есть бюджеты, которые не только более-менее работают, а работают, даже очень неплохо. Неплохо, насколько это может быть, конечно, именно в плане супербюджета. Итак, представляю вам T95 Max на Allwinner H6 процессоре. И не стоит кидать в меня тапки за Allwinner H6 процессор. Давайте вспомним удачные и неудачные моменты именно с этим самым Allwinner H6. Beelink GS One. Отличная приставка с отличным охладом, и она работала просто прекрасно. Tanix TX6 на старте продаж, та версия, которая была у меня, работала тоже очень даже прилично. То, что было потом там на Android 9 с треском звуком, это уже было через полгода. Был какой-то Q плюс, непонятная фигня какая-то, которая не заходила ни в какие аккаунты, при этом она жестко тротлила. А вот T95 Max, в принципе, я удивлен, один и тот же производитель, но он работает. И работает своеобразно. Мы сейчас с вами разберем, во-первых, что это за T95 Max. Он построен на базе процессора Allwinner A6, 4 ядра по 1,8 ГГц, это Cortex A53 платформа. Есть варианты 2 на 16, есть варианты 4 на 32, есть варианты 4 на 64. Чтобы вы понимали бюджетность этого решения, то 2 на 16 стоит 25 баксов. Это вообще жесть. $25, попрошу внимания, 2 на 16. 35, 4 на 32. И, по-моему, 45 стоит 4 на 64. Поверьте, в таком ценовом диапазоне вы, редко найдете какое-нибудь решение более-менее похожее на это. Стоит здесь DDR3 память, хранилище eMMC, есть у нас на бачках SPDIF полноценный, есть аудио-видео, ее можно подключить к старым телевизорам, есть LAN RJ45, есть HDMI 2.1, кстати, почему-то, или 2.0, не помню, но он должен поддерживать 6К по идее. Есть разъем питания USB 3, USB 2 и разъем для TF-карт тоже здесь есть. Она усеяна вся диффузорами охлаждения. Почему я делаю акцент на диффузорах охлаждения? Потому что мы сейчас вернемся к этому вопросу. В комплекте у нас с вами есть блок питания 5 вольт 2 ампера. Пришло это все в такой вот помятенькой коробочке. В принципе, с почты она грязная, но мы ее сразу же распечатали. Не хотели увидеть, что там внутри. Коробка намекает на бюджетность, как в принципе и пульт. Единственный плюс у пульта — это панель программируемых кнопок для программирования кнопок вашего телевизора. Есть самый простенький HDMI кабель. В принципе, приставочка по комплектности ничем не интересна нам. А вот чем интересна работа этой приставки, давайте обсудим. Давайте начнем с минусов. Нет автофреймрейт и, скорее всего, не будет. Нет шторки, хотя есть панель навигации. Шторку прикрутить сторонними средствами у нас не получилось даже при наличии root. Кстати, root права здесь есть, это плюс. Из минусов еще отсутствие 5 ГГц Wi-Fi. А вот теперь давайте пройдемся по плюсам. 2,4 ГГц показывает 45 мегабит. Не часто встретишь в супербюджете такие цифры. Кстати, даже на каких-нибудь выше среднего приставках 2,4 показывают результаты намного меньше. RJ45 отрабатывает отлично. Еще один немаловажный плюс. Стоит отметить, что она не греется. Вот она не греется даже с учетом того, что она на Allwinner A6 процессоре. Вот сколько я ее не пытался разогреть в мультимедийных возможностях, выше 72-73 градусов она не нагрелась. Тестировали мы ее порядка 4-5 часов, мы гоняли тротлинг-тест. Да, в тротлинг-тесте на максимальной нагрузке процессор Allwinner A6 набрал 91 градус, но при этом он практически не тротлил. Я покажу потом это все в тестах в самом обзоре. За 3 часа у нее производительность упала до 85%. Некоторые приставки не выдерживают и 15 минут такого тротлинг-теста. Но здесь вот как-то реализовали это все действие. Не пойму, чего там наделали, но скорее всего через пластину. Разбирать не хочу, нет времени. Но она, откровенно вам скажу, достаточно тяжелая. Поэтому с охлаждением они, скорее всего, заморочились для супербюджета и сделали какое-то оптимальное решение. Но вот стоит понять, что бюджетность этого решения настолько бюджетна, скажем так, такая тавтология у нас получилась. 4К 60 FPS YouTube он не проиграет, в принципе, как и 2К. У него нет VP9 протокола. Есть H265 кодек, он будет проигрывать фильмы с жесткого диска 4К без каких-либо проблем. Мы тестовые ролики запускали, Jellyfish 300 Mbps заработал 4К Ultra HD, HDR работает хорошо, любые тестовые ролики типа 4К, Cars and Chips, самсунговские, LG Barcelona, все работает просто идеально. 4К кино на тех же торрентах вы не посмотрите. Вот, не посмотрите. Вот даже учитывая то, что они сделали специально запиленный TBD плеер для 4К именно для этой приставки, вот все равно фризовало.
Фризовало даже на маленьких торрентах, именно 4К. Но зато Full HD отрабатывал просто идеально. Мы очень долго, кстати, подбирали плеер. Даже в обзоре вы увидите некоторые наши страдания, но это есть. Также из минусов отсутствие Bluetooth, поэтому поиграть на этом решении не получится. Да, в принципе, что играть его-то за $25. Ну а в остальном все. Онлайн-фильмы 4К, торренты 1080p, не очень тяжелые, скажу вам так. То есть 13 гигабайт торрент пролетает со свистом, все отлично работает, а 45 это уже, конечно, вопрос. 4К фильмы с жесткого диска пойдут тоже на ура. HD телевидение тоже на ура, все хорошо. YouTube Full HD без каких-либо проблем в 60 FPS, кстати. При этом температура у нас не поднялась ни разу выше 72-73 градусов. Поэтому переходим, смотрим обзор. Достаточно интересное решение. Ссылки на самые низкие цены именно на этот супер бюджет мы положим в описании под видео. Но перед тем, как мы перейдем к самому обзору, хочу вам напомнить, что у нас на канале есть вот такой вот AMD Radeon Sapphire Nitro Plus на 256 бит, 8 гигабайт видеокарта, которую мы разыгрываем. Мы разыгрываем ее, и этот розыгрыш сейчас идет как раз на момент съемки этого видео. Кстати, есть еще и другие розыгрыши. Ссылку на условия лежит в описании под видео, но даже если там уже нет этой видеокарты, поверьте, там есть розыгрыш не менее интересный. Ну и, конечно же, нажимайте подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить все наши интереснейшие обзоры смарт-ТВ-боксов, гаджетов, девайсов, программ, настроек, модификаций, да и вообще всего очень много интересного у нас есть и будет еще на нашем канале. Ну не забывайте про наши соцсети в описании под видео. Ну а сейчас я говорю вам хава-банг, ребята. Это же Бубльгум, поехали. Т-95 Max. Что же такого интересного нам предложат в столь бюджетной цене? Итак, мы сразу видим строку навигации. Строка навигации есть, это хорошо, но... Блин, где шторка? Вот неужели нельзя было сделать шторку? Ну, ребята, ну, ладно уж так дешево, но шторку-то запилить это не так уж и сложно на 8.1 андроиде. Давайте сразу проверим на root, дабы я понимал, можно ли сюда прикрутить шторку и будет ли шанс у этой приставки. Проверка root прав. Root права есть. Ну, плюс, хорошо. Безудержный плюс. Давайте тогда активируем шторку через Material Notification. Включим ее сразу же. Ну что, пробуем. Блин, не работает шторочка, ребятки. Не работает. То есть здесь не хватает конкретно уведомлений. Давайте еще раз включить Notification Shade. Ни хрена не работает и не хочет. Но на нет и суда нет. Мы понимаем, что за 25 или за 30 баксов приставка, она и не может такого, наверное. Хотя я, конечно, расстроен. Поехали по меню. Меню самое обыкновенное, классический какой-то медиа-лончер, который используют очень многие производители. В настройках у нас тоже абсолютно все стандартное. Приставка поддерживает сеть только 2,4 ГГц, но вот насчет 2,4 мы сейчас с вами разберемся. Он не так уж и плох, и зачастую на некоторых приставках даже есть 5 ГГц, такой как здесь 2,4. Есть LAN RJ45 на 100 мегабит. В разделе звук здесь ничего нет. Приложение, раздел приложений стандартный для Android 8.1, где все в ряд и ничего интересного такого нет. Хранилище и сброс. Это версия на 32 гига, поэтому здесь есть 32 гигабайта. Зайдем в обустройстве. Mbox, модель Mbox, версия 8.1.0, сборка 1.1.4. Ни о чем мне это не сказала, откровенно вам скажу. Поэтому давайте с вами найдем Droid Settings. Где же наши Droid Settings-то, а? Ага, они спрятаны здесь, вот More Settings. Давайте зайдем в More Settings, и все равно ничего не понял. Короче, получается, что здесь у нас нет Droid Settings. У нас все реализовано в одном общем меню. Ну ладно. Зайдем в экран. Разрешение экрана у нас поддерживается 480p до неполных 4К. То есть это 3840 на 2160, а полные это SMPTE. Это там где 4096. Ну ладно, 3840 так 3840. Это 4К, но нет режима полных 4К. Screen Margin это можно делать scale up, scale down, то есть приближать, удалять для того, чтобы избежать оверскана. И если вдруг не все показывается на вашем экране, то можно уменьшить экран самой приставки, будет все отлично. В принципе, больше здесь ничего в настройках нет. Ну, можно зайти в меню, в обыкновенное. Кстати, мы понимаем, что здесь нет Bluetooth. То есть поиграть на этом нельзя. Да, кстати, с Allwinner A6 не нужно играть. Только некоторые приставки могли похвастаться нормальным охлаждением, типа Belink GS1 и Tynix TX6 на старте продаж. Потом пошли Tynix, конечно, веселые. В принципе, больше нам в настройках ловить нечего. Рассмотрим ее в AIDA 64 обязательно. Итак, это Allwinner, 4 гигабайта ОЗУ, кстати, DDR3. 24 гигабайта хранилища свободно из коробки.
Центральный процессор это Allwinner A6, который 4-ядерный до 1,8 ГГц. Мы видим, что многие ядра уходят в сон, и, кстати, это потом отразится на тротлинг-тесте. То есть здесь более-менее правильно реализована работа именно самого процессора Allwinner. Они ничего не занижали, но тротлинг-тест он проходит. А за отображение у нас отвечает ARM Mali T720. Кстати, поддерживает приставка, по идее, разрешение 6К, но мы этого увидеть пока не можем. Сеть у нас, понятно, 2,4 ГГц, видим скорость связи 52 мегабита. Кстати, у меня она столько и выдаст, посмотрим. Температура в простой сейчас 55-60, отличная температура. Сейчас мы включим датчики и будем смотреть. И кодеки. Кодеки у нас нет с вами, ребят, аппаратного VP9. Вот так вот, 4К 60 FPS в YouTube нам не посмотреть, поэтому это такое себе Full HD решение. Ну ладно, не будем с вами перегибать, давайте включим CPU монитор или нет. CPU монитор мы включим потом, а проведем с вами тротлинг тест. Очень хочется провести тротлинг тест на 180 минут, если я его запущу, то потом я вам покажу его только в скринах, но мы этим пожертвуем. Все, мы стартуем. И вернемся с вами уже на готовый тротлинг-тест. Кстати, даже поначалу видно, что она вот, ну, более-менее стартует. Все, возвращаемся через 180 минут. Ну что ж, 180 минут, пожалуйста, 180 минут. Мы имеем вот такой вот график. И я вам скажу, что для Allwinner A6 это супер результат. То есть... Если брать какие-то дешевенькие варианты, то они тротлить будут сумасшедшие. Я делал специально скрины, вы видите, у меня внизу панель. Значит так, она у нас доходила в тротлинг-тесте на 3 часа до 85% производительности. Это значит, что если вы будете нагружать ее в течение 3 часов, то она в тротлинг не упадет в тотальный тротлинг хотя бы в желтую зону. То есть она даже не доползет до 80%. Это хорошо для приставки на Allwinner A6. Не каждый день я такое вижу. И мало того, для приставки на Allwinner A6 это... ну, нонсенс, скажем так, 3-часовой тротлинг-тест. Поэтому это тоже хорошо. Но давайте справедливости ради скажу вам, что температура достигала 91 градуса. Тут стоит немножечко нам с вами обратиться к мануалам самого процессора. Дело в том, что процессор действительно горяч. Он может работать до 100 градусов. Ну и, конечно же, хочется сказать, что в приставке за 35 баксов за 32-гигабайтную версию, то есть ожидать чего-то, ну, совсем уж фантастического не стоило. Поэтому мы с вами понимаем, что если вы не собираетесь ее гонять круглосуточно, то 91 градус вообще ни о чем. То есть не стоит их бояться, можно приколхозить охлаждение на крайняк. Хотя вот тротлинг-тест нам показывает в обратно, что где-то 2,5 часа она выдержала вообще все на ура. С тротлинг-тестом у нас все в принципе понятно. Мы знаем, что она вот при тротлинге греется до 91 градуса. Давайте смотреть, как она греется на воспроизведение именно мультимедийного контента. Все, я включил наш датчик температуры. Вот 58 градусов, следим теперь за ним постоянно и будем с вами уже переходить к тестам с сети и потом уже к мультимедийным возможностям. Поехали, спид-тест. Итак, у нас 2,4 ГГц показывает 45 мегабит. При том, что у нас еще и джиттер 8 миллисекунд. Блин, где-то у нас какие-то помехи с дрожанием на линии. Но, блин, 45 мегабит на 2,4. Действительно неплохой модуль. Я вам скажу, что даже более дорогие бренды страдают тем, что у них скорость на 2,4 ГГц ниже даже, чем в этом бюджетном решении. Ну ладно, мы с вами подключим LAN RJ45 и посмотрим, что он нам покажет. LAN RJ45 подключен. Поехали, стартуем сразу же тут. Начать. И тут стандартные 93-94 мегабита. Это, в принципе, та сотка, которую он показывает. Мы видим, что у нас график ровный, никаких просаживаний нет, поэтому насчет LAN RJ45 тоже у нас все отлично. В принципе, с учетом того, что здесь нет 4К YouTube, то, ну блин, 45 мегабит 2.4 за глаза. Да и 100 мегабитный LAN тоже нам, в принципе, за глаза. Вот теперь мы с вами, ребят, подобрались к оценке мультимедийных возможностей. Хочется первое отметить, что у нас работает Netflix. Вот я использую свой аккаунт Netflix. Давайте загрузим любой, в принципе, фильм, посмотрим. Мы можем его даже здесь скачать. Не хочу его скачивать. Поехали, проиграем. Вот «Потерянные в космосе». Блин, обожаю этот фильм. Я его видел полнометражный. Но скажу вам так, что Netflix здесь, по-моему, даже не HD. Мне трудно сказать, но он, по-моему, там какое-нибудь DVD качество, но это не HD. Поэтому
Упс, Netflix-то работает, но я вам скажу по-другому, что даже на более дорогих решениях есть варианты, потому что он вообще не работает. Для этого нужна сертификация. Здесь, по крайней мере, он запускается, и кино посмотреть можно. В общем, Netflix работает плюс, то, как он работает минус. YouTube. Прошу заметить температуру, вот температура при воспроизведении онлайн-контента. И съемки обычно проходят не 1 час, и вот температура под конец тестов будет вообще самая показательная. Давайте найдем с вами какой-нибудь 4К ролик для того, чтобы мы оценили. Поехали, Коста-Рика. Включим сразу диагностическое окно, и у нас идет Full HD, пожалуйста. Full HD, 60 FPS, немножко поиграем его подольше, чтобы посмотреть температуру, посмотреть дроп-фреймы. Скажу сразу, что ни 2К, ни 4К здесь не включится, потому что приставки нет VP9. Вот так вот. Но в приставке за 25 баксов или за 35 баксов его и не должно быть, по сути. Зря мы, конечно, так включали с вами разрешение, он выкинул пару дропов, давайте перезапустимся и последим. Последим именно за температурой и за дроп-фреймами. В общем, ребят, как мы видим, у нас 0 дропов из 7000 фреймов, это на 60 FPS. Блин, как выключить эту штучку? На 60 FPS, и температура проигрывания максимально у нас была 68 градусов. То есть она скачет 68, потом опускается до 66, поэтому говорить о том, что там тротлинг 91, в воспроизведении контента это даже 70 не доходит. Это совсем разные вещи. Поэтому да, действительно, приставка воспроизводит YouTube хорошо, но Full HD. Будем справедливости ради признаем, что да, это Full HD. Поехали тестовые ролики. Кстати, мы все производим без остановок, поэтому вот нагрузка на приставку идет постоянно. И температура под конец это уже самая реальная температура, которая может быть. Вот с тестовыми роликами не все так однозначно. Автофреймрейта здесь нет, мы его даже проверять не будем. 4К ролик. Samsung он воспроизводит, вот сейчас мы увидите как. Он воспроизводит его хорошо. То есть с простыми 4К роликами он все справляется, все супер, все отлично, HDR работает, данные поддерживают HDR10. Все это воспроизводится красиво. Давайте немножечко поиграем, я специально акцентирую внимание на температуре, потому что Allwinner действительно горячий процессор, и мне нужно понимать, что мы все-таки рассматриваем приставку, которая не допускает какого-то огромного тротлинга. Итак, Samsung воспроизводится, 68 градусов держится. Давайте выйдем следующий, 4К Cars and Ships, тоже поехали, воспроизведем, посмотрим, тоже воспроизводится. Мне важно выжать температуру, все-таки вот поднимется ли она выше 70 при воспроизведении 4К роликов. А тестируем мы ее на 4К, ну, как минимум минут 20-30. Это так, чтобы понимать, идет ли она на пике. Нет, 68 градусов, вот она поднимается на моменте переключения до 69, потом 68, падает 66. Поэтому ждем, просматриваем и ждем. Короче, ребят, ролик играет. Максимальная температура поднималась до 70, и потом опускается 69, и вот 70. Будем тестировать дальше. В процессе тестирования мультимедийки мы все с вами выясним, особенно когда будем торренты воспроизводить. Поэтому выходим, давайте посмотрим, на что она способна в медузах. Давайте еще LG Barcelona 4K. Вот LG Barcelona 4K, кстати, процессор начинает нагреваться, 70, вот тоже важно понимать. Ну, кстати, вот стоит отдать должное. У Allwinner A6 при отсутствии автофреймрейта, да, при отсутствии каких-то, температура падает опять 70, опять 69, не знаю, не греется он при воспроизведении 4К. Стоит отдать должное, картинка у Allwinner A6 более, вот 68, более сочная, чем у того же, допустим, iMlogic. Но не такая сочная, как у Realtek. Но это все очень относительно. Дело в том, что вот каждый 67 градусов, вот она упала 67. При этом я ничего с ней не делаю, приставка вот она лежит, не знаю, что с ней происходит. То есть, ну это абсолютно предпочтение каждого. Мне в Allwinner нравится картинка, не нравится отсутствие автофреймрейта. Но если вы, допустим, смотрите YouTube, смотрите какие-то передачи, смотрите онлайн-телевидение и очень редко фильмы, то в принципе это очень даже неплохое решение, если учитывать еще и что у вас нет 4К телевизора. Давайте пробуем Jellyfish 300 Mbps 4К, так вот занизим или среднячок. О, 300 Mbps, она HDR 10 бит взяла вообще без проблем. Давайте 400 попробуем, насколько она его воспроизводит. Поехали, 400 Mbps.
Слушайте, ну вот что приятно в Allwinner, это то, что даже 400 Mbps, HDR 10 бит, а нет. 400 Mbps все-таки нет, не потянул. 300, давайте 300 проиграем. Все-таки 400 не взял он планочку, давайте немножко дольше 300 поиграем. Но температура держится. Температура держится 69. Нет, 300 Mbps это вот оптимально. 71 градус. О, 300 Mbps файлик декодирования, это очень тяжело. 71 градус. И вот красные медузы. Короче, с температурой наблюдайте сами. Я уже для себя много выводов сделал. Поехали дальше. 4К фильмы онлайн. Нам нужно с вами разобраться, сможет ли эта приставка именно онлайн декодировать 4К. Вот я пробовал и 1080, и 4К. Процессору не даю отдохнуть ни минуты, поэтому все вот в режиме нон-стоп, все снимается в режиме нон-стоп. 4К пошло. Насколько оно будет? Нет, оно дерганое. Нет. Онлайн 4К сразу ушло в нагрев 74-72 градуса. Онлайн 4К не для него. Я понимаю, что он, скорее всего, проигрывает его в софтвер режиме. Давайте попробуем плеер поменять. Ну, блин, пока что 4К не завелся у нас именно онлайн. Настройки плеера. Все мы используем это на Lazy Media Deluxe. Давайте попробуем MX плеер поставить. Попробуем проиграть в нем в хардвер моде. И так, Капитан Марвел наш. Смотреть. MP4 4K Ultra HD. Ну, вроде бы пошел в хардвер и воспроизводит. 4К он пошел воспроизводить. Давайте HV+ поставим, посмотрим. Нет, HV+ не поддерживается. В софтвере он будет дергаться. И перемотаем на середину. Короче, что-то я такого тут намудрил, но мы сейчас все-таки 4К поймем, воспроизводится либо нет, и вообще что происходит. Нет, 4К это все-таки слайд-шоу. В софтвер давайте включаем в HV декодер. HV не поддерживается. Не буду даже вот пробовать, неинтересно мне это. Я хочу вернуть свой Vimeo Player, то есть MX Player нормально не работает. Включим с вами Vimeo Player, хотя вот они какое-то TVD видео продвигают, он у них был изначально, не знаю почему, он был предустановлен, кстати. Давайте на нем попробуем Капитан Марвел посмотреть 4К. А вот здесь 4К заработал. Все-таки они плеерочек для Allwinner сами дополнительно выпустили. Да, 4К у нас идет на TVD видео, поэтому мы будем использовать только плеер TVD для воспроизведения 4К контента. Кстати, на нем упала температура 70 градусов, 68. То есть, скорее всего, это какая-то оптимизация. Давайте поперематываем немножечко. Ну, все работает. Все работает, и 4К именно работает у нас отлично. Пробуем с вами торренты. Давайте попробуем торренты. Все тут же самый Капитан Марвел. Найдем 4К торрент какой-нибудь потяжелее. Ух, 45 гигабайт. Не знаю. 4К, HDR. Ох, и тяжелое испытание будет. Давайте через TorSerf его попробуем глянуть. Поехали. Воспроизвожу я его само собой на LAN RJ45, потому что 45 мегабайт, вернее 45 гигабайт торрент это зачастую не очень поддерживаемая задача для многих приставок. Выбираем TVD видео. Мы с вами выяснили, что этот плеер конкретно оптимизирован для воспроизведения 4К на этой приставке, на Allwinner 6. Слушайте, 45 гигов, вот что-то пошло, запнулось, 78 градусов. Как-то тяжеловато ей все-таки дышится. Не знаю, раздуплится или нет. Нет, скорее всего, это все-таки Full HD решение, поэтому я выхожу 45 гигабайт торрент. Ну, все-таки немножко не то для этой приставки. Давайте торрент полегче возьмем. Например, Full HD 13 гигов и посмотрим, как оно воспроизведет, и посмотрим температуру именно в торрентах. Выберем все тот же TVD видео. Ну, конечно же, Full HD, 13 гигов торрент, пошел без проблем, все красиво, 72 градуса. Пускай играет, я вернусь немножко попозже, потому что мне нужно оценить температуру в проигрывании торрентов, это очень важно. Ну, ребят, 13 гигов торрент, 68 градусов, как я и говорил, что вот разогреть ее действительно тяжеловато. Когда потрудились они над охлаждением, и все-таки... Блин, вот имеет она, конечно, право на жизнь, учитывая именно ее цену. То есть торренты онлайн мы смотреть можем, ну, до Full HD включительно. Правда, используя вот именно этот плеер TVD, который они нам дали в стоковом варианте. Что еще мы можем с вами протестировать из мультимедийных возможностей? Это воспроизведение телевидения. Какое-нибудь IPTV телевидение. Ну, включил
Это HD канал, конкретно даже Full HD канал, 72 градуса. Засмотрелся немного на Малышеву. Что-то на такую, конечно, фигню проповедует. Я никогда не включал, не смотрел, но я сейчас просто подвис. Как выбрать томатную пасту, как хранить томатную пасту. Вы представляете вообще, какой бредняк? Ну ладно, 71 градус падает. Это, наверное, после переключения именно самого интерфейса. Очень интересно реализованы мультимедийные возможности. Действительно интересно. То есть процессор не может разогреться до сколь бы то ни было хотя бы каких-то высоких цифр этих самых температур, но HD телевидение воспроизводится отлично. Давайте переключим на другой канал. Вот другой канал тоже, кстати, в момент переключения почему-то показывает, повышается температура. 73, слушайте, вот, и она опять начала падать. 72. Короче, я готов прорезюмировать эту самую приставку. В принципе, нам здесь ловить уже нечего, потому что играть мы на ней точно не будем, и оценивать игровые возможности не будем, потому что у нее нет Bluetooth. Ну, как бы без этого это бессмысленно. Слушайте, хочу еще Megogo протестировать. Вот давайте что-нибудь вот бесплатное включим, а. Вот какой-нибудь совсем бесплатный фильм в high quality качестве, вот еще, вот 1080p включили. 73-го года какой-то фильм. 73 градуса и опять упал на 71. Короче, мы тестировали, мы гоняли приставку много часов. Учитывая 180 минут родлинг теста, то вообще это порядка часов съемок. 71 градус при воспроизведении фильмов в среднем. Это касается как простых Full HD фильмов, так и торрентов. В YouTube Full HD 60 FPS мы смогли его раскочегарить до 72 градусов. И мы делаем вывод, что 72-73 градуса это максимальная температура, на которой она кочегарится. Все, конечно, еще зависит от условий ее использования. Если вы будете использовать в 30-градусном помещении, то греться она, само собой, будет немножечко сильнее. Но мы уже готовы прорезюмировать этот самый Smart TV Box T95 Max. Ну вот блин, ну T95 Max, учитывая стоимость, ну столько низкая стоимость, мне часто спрашивали, какой же бюджет можно вот с большим количеством памяти. Не понимаю, зачем вам 4/32, есть версия на 2/16, есть на 4/64, но при этом все эти версии по сравнению с другими приставками, которые не имеют автофреймрейт, ну блин, она стоит действительно дешево. За 25 баксов 2/16. Вот что вы купите за 25 долларов, чтобы оно вот работало примерно как эта приставка? Практически ничего. Поэтому T95 Max мы однозначно рекомендуем те, кто ищет какой-то супер бюджет без притязаний на автофреймрейт. Он однозначно хорошо работает в плане Full HD решений. 4К сомнительно. При использовании TBD видео вы можете только лишь посмотреть какой-то контент 4К, записанный на жесткий диск, либо контент 4К онлайн пережатый, но о торрентах 4К здесь вообще не идет никакой речи. Но приставка имеет право на жизнь, учитывая ее цену и соотношение цены, возможностей и качества, и в принципе вот именно результатов тротлинг теста. Поэтому канал Технозон ее рекомендует тем, кто ищет супер бюджет, именно в варианте 2/16, вариант 4/32, в принципе, вы тоже за 35 баксов такой вариант найти будет тяжело. Он ее не рекомендует тем, для кого критичен автофреймрейт. Хотя мы все прекрасно знаем, как избежать джодер эффекта. Просто поставить 24 Гц в разрешении. Ну что ж, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.